Домой звонить будешь? Да, если можно, позвонил домой. Ну, если хочешь, можешь. А вообще общаться будем? Да, конечно, поговорим, что делать нечего. Нормальная аргументация, делать нечего. В плену сидеть. Да, а больше нечего делать, сидеть в плену. Где лучше, в плену или в тюрьме? Вы же в тюрьме были, да? Ну, если честно, я столько уже сидел, что я даже не знаю, где лучше. Я сижу уже 8 год, никак освободиться не могу. Мне пообещали помилование, сказали, ничего делать не будешь. Надо заставлять тебя. Говори номер ты. 8 904. Подожди, +7. На ты можно? Да, конечно, даже нужно. Буду пробовать на вы, но, короче, иногда. Да нет, просто Саша и все. Я забуду. Уже просто вас сильно дофига. Там есть WhatsApp какой-нибудь? Да, у матери должен быть WhatsApp, наверное, номер телефона. Остановиться не могу. Можно сигареты курить? Да можно. Без разницы, да, какие? А? Без разницы, да, какие сигареты? Ну эти крепче, это мы свои не дам. Все. Да. И она знает, что ты в плену? Ну, я не знаю, если с СБУ звонили, то, наверное, да. А так я... Откуда? С СБУ, если звонили, то... А что с СБУ должны были? Ну, там и тоже номера пробивали наши. СБУ? Угу. Ни хрена себе. Так ты, наверное, какой-то спецагент. Я спецзак. Спецзэк? Ну, Есть такая категория? наверное, видимо, да. Спецзэк. Что надо сделать, я туплю. Мы запишешь сейчас голосовое сообщение, что мы будем звонить в течение полчаса-час. Угу. Что, все можешь говорить? Ну да. Мам, мы сейчас будем звонить в течение получаса. Твой сын Саша. Так что возьми трубку и не бойся, все нормально будет. Поздороваться. Да, и, кстати, привет, у меня все хорошо. Взял. Здороваться надо вначале. Ну, Давайте. Уже что, здоровался сегодня? не, имеется в виду. Накурено, пипец. Короче, когда свет включу, Хорошо. сделаю фото. Уже отстал от жизни этой вольной, что я уже и все приличия забывал. Сколько ходок? Первое сразу сходу дали 8. Наркобарон. Еще 3 года там, да, надзора. Так ты вышел? Короче, ситуация очень... Да, расскажешь, чтобы не понимать. Да, такая. Ну, прочитал. Прочитал? Да. Она знает, что ты на войне? Да, ее оповестили. Да. Там оповещаются. Вот так вот. Нанотехнологии, видел какие? Ну, одним 21 век. Короче, разбили телефон, Угу. обратились к Samsung, потому что телефон Samsung. Думали, Samsung телефон подгонит. Угу. А они хрен, короче. Прикинь. А почему? Ну, типа, нема телефона. Рекламу им нормальную сделали. Типа, записали 700 интервью часовых на один телефон. А они, типа, ни хрена. Надо покупать, короче, 3-й iPhone, теперь и будет 3 айфона. 3 айфона? Это сильно. Что, недорого стоит? Кто? Айфон. Я не знаю. У меня, короче, телефон на воле был. Тапочек всю жизнь. Обычный тапочек. Ну, 8 лет назад это когда? Что уже были смартфоны? 16, да, были. Ну, я что-то... Такой человек, он даже в соцсетях не было никогда. Я и телефоном почти не пользовался. Скрытный человек был. Скрытный? Да, один посадили. А торговал ты как без интернета? А я, короче, по телефону. И тебя так и заслушали. Привет, привет, как дела? Ну да, ну не заслушали, меня, короче, закупили. Ну, расскажешь, контрольная закупка, да? Да, да. Сколько купили у тебя? 2 грамма. За 2 грамма меня, да, припаяли. А что десятку не дали? Просили 11 лет. Ну, понятно, просят 11, А дают дают 10. меньше, да. Не, там разрыв идет такой, что могут дать и 5 лет. Но у нас в республике от 8 до 12.
Так, что, готов? Да, конечно. К чему? Я сейчас К задаю интервью. Вопросы и ответ. вопросы и ответы. Есть что спросить? У меня нет. Могу что-нибудь сказать интересное, может. Давай, короче, сразу представимся. Канев Александр Александрович. Сан Саныч. Да, получается, Сан Саныч. Дата рождения ваша? 30 июня 1994 год рождения. Город рождения? Город Сыктывкар, Республика Коми, Россия. Понял. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашей беседы? Да. Нафига оно тебе надо? Ну, а что, пускай будет, лишним не будет. Расскажу, что знаю, то знаю. А что ты вкладываешь в мысль, пускай лишним не будет? Для чего тебе эта запись? Для своего потом портфолио буду смотреть когда-нибудь в будущем. Портфолио? У меня Да. есть интервью? Да, есть интервью, буду говорить, вот был в таких местах, где лучше не бывать. На будущее детям своим покажу, скажу, какой у вас был отец немножко странноватый. Немножко странноватый. Вы сюда добровольно пришли? Ну, получается, нам как? Нам сказали, есть возможность получить помилование. И я про А. ко мне сюда поговорить. Сюда, конечно. Тут там есть такая Красный Крест фирма. Знаешь такое? Ну, это эти, как их, волонтеры или кто они там, Красный Крест, типа военнопленные там обменивают, еще что-то помогают. Ничего они не обменивают. Ничего не обменивают. Нет. Ну, я на Красный Крест только по телеку слышал, то, что такие А что существуют. слышал? Ну, то, что они там помогают всем везде, по всему миру. О, это помогает, да. Ну, в смысле, Там помогают. гуманитарками все вот это. Да, Лечением там. да. Они говорят, что беседуя с вами, я нарушаю ваши права. Почему? Я думал, вы знаете, вы же военнопленный. Не знаю. Наоборот, чем больше общения, тем, наверное, проще. Угу. Ну, это я тоже так думал, но они типа, у них на это там свои какие-то мысли. Не будем больше Красный Крест трогать по причине того, что мы понимаем, что это все равно ничего не даст. Они обвиняют нас в нарушении 13 и 14 статьи Женевской конвенции. Есть конвенция, по которой вы содержитесь. Там есть пункты, что над вами нельзя издеваться, насиловать вас, там, ставить научные опыты, лечить неправильно, чего-то там еще, и нельзя вас показывать публике, как типа развлечения. Как вы думаете, наша беседа это развлечение? Да, думаю, нет. Это как минимум информация, которая друг друга поможет. Я так считаю, что общение это вообще жизнь. Чем больше общаетесь, тем больше мы знаем друг друга. Да, Узнаем. поэтому мы преследуем цель узнать, что мы вам сделали такого, что вы пришли нас убивать, захватывать. Мы преследуем такую цель. Красный Крест считает, что давать звонить нельзя, что нужно пользоваться их механизмом 49-го года, отправлять Red Cross Messages. Это... Да, смс-ка что ли? Нет, это бумажная записка, которая будет идти месяца 3-4. Голубями, да, которая? Нормально, хорош. Ну, насчет голубей не знаю. Короче, им лететь далеко там будет. Ну, на санях там, наверное. Ну, я понял, почта это. Там, лодками, короче. Да. Ну, 4 месяца в 2023 году. Красный Крест. Передаю вам очередной привет. На этом будем заканчивать с вами. Ну, как заканчивать? Все равно от вас, для меня ничего хорошего нету. Для наших людей тоже ничего хорошего нету. Что-то есть, но этого что-то настолько мало, что непонятна эта история. Через разбитый экран камеру Samsung тоже вот видел. Samsung что? Да. Есть что Samsung сказать? Samsung? Ну, это прискорбно, когда если покупаешь такие телефоны за такой суммы, и тебе его не меняют. Не, ну я его разбил сам. То есть не то, что он на 701 интервью камера у него разбилась. Ну, по моей вине, короче. Наверное. Или по вине рюкзака. Мне кажется, любая механическая
поломка должна меняться и хотя бы... Она должна обмениваться. меняться. Просто мы думали, что Samsung поддержит нашу гуманитарную миссию. Они типа сказали, Покупайте сами новые, да? да, нам мало денег, короче. Ладно, такое. Сколько вы наркобаронили? Вот давайте так, когда вас осудили? В 2016 году, 25 января, меня поймали, получается, осудили. В 2017 году, где-то в августе месяце 18. Сколько вам было полных лет на 16-й год? Так, мне тогда было 20 лет было. 20 лет. Отучился ты в школе, дальше что? В школе учился 9 классов, потом пошел поступать в технический торговый технологический техникум на повара-кондитера. Офигенная специальность, что не пошел работать? Работал в свое время, потом что-то не Ну, срослось. ку решил, короче, победять. Порошки чуть-чуть изменить. А что не срослось? Ну, я так посмотрел, там такое отношение к поварам идет. Ну, не очень хорошее. Чего? Сколько ни делай хорошего, все равно спасибо никто не скажет. Так ты именно кондитером и был. Я поваром, да, и кондитером был, работал. Как ты нашел... Ну, я употреблял наркотики сам. Потом что-то решил, а что просто употреблять, если еще можно немного подзаработать. И начал помогать ребятам тоже. Долго ты... Ну, я, короче, 16 лет, ну, употреблял, с 15. 16 лет. Первый раз попал 15 лет. Потом закрутилось, покрутилось. Так, я перебью, короче, наркотики это очень плохо. То, что он говорит, ни в коем случае нельзя тестировать, пробовать. Я не буду задавать вопросы, какие наркотики, что наркотики. Это плохая история, мы всей нашей командой не поддерживаем, но это его жизнь, он с нами ее делится. Поэтому вы поддерживаете то, что я говорю? Да, конечно, наркотики вообще не стоит. Потому то я есть- по себе вам скажу, это ничего хорошего не будет. Это как минимум проблема не только о себе, но и всей своей семье и близким. Да, давайте тогда опустим эти все детали. Осудили вас. Вам дали 8 лет строгого, да? Да, строго режима. И 3 после надзора. Да. 4 раза в месяц? 3 отметки в месяц. 3 отметки, ну понятно. 10 часов дома там быть. Никакие массовые мероприятия не посещать. Выезжать за регион нельзя. Ну типа жестко. Ну, это как, ну, то же самое, тюрьма, только будешь дома сидеть. Ну типа и приходили, проверяли, да? Да, Ты не даже ты не, Да, я еще ты не проверил. не проверил. Ну, по рассказам проверяют, приходят 10 часов, в 11 часов выходит, когда ты спишь. Вот прям, ну, лег спать, прям, тебя могут прийти часов 12 разбудить, проверить, дома ты или нет. Если не дома, То, короче, 3 нарушения, пересуд, и ты едешь обратно в лагерь сидеть, насиживать. 3 года этих до сих. Нет, там, ну, год-полтора, может, Мгм. идет обмен. Мгм. Но уже в другой лагерь едешь, второходом. Который строже. Да, ну, уже, да, которые уже якобы рецидивисты считаются. В какой колонии вы отбывали? ИК-25 Республика Коми. В Коми. Это красное, черное? Это режимные учреждения. Нет там понятия красного, черного. Там все по режиму. Ну, значит, красное. Ну пусть будет красный. Ну, то есть предыдущие ваши, у вас много там ЗК было у нас на беседах. Рассказывали, черное это там, где блатные режим строят, Мгм. а красное это там, где... А где администрация? Да, администрация строит да. зэков. Ты был там, где администрация. Да. То есть по графику, жизнь, работа там. Да, работа. Что делали? Я работал сначала в цехе жидких камней, производства столешниц и жидкого камня. Ого, нифига себе, прикольно. Потом его закрыли, и потом на швейке работал. Что шили? Ну, там костюмы на рабочие шили, получается. Угу. Понятно. Так. Когда к вам... Почему не Пригожин? В этот момент я был еще на поселке. Я на поселок выходил у колонии поселения. Это Типа смена режима? да. Но там Сколько вы отсидели, когда вам поменяли режим? отсидел я уже тогда 6 лет почти, да. Я уже разбираюсь просто. 6 копейкой отсидел. И те, кто был на поселке, они не шли на войну? Нет. Ну, смысла нет. Ну, я не знаю, там что за заплет, там, я не знаю.
там почему нельзя было на поселке. Ну, там не приезжали никто. Мгм. А почему вас вернули назад? Короче, заплет такой был. Сотрудники администрации нас, короче, взорвали телефоны. Ну, нашли, короче, место, где мы хранили свои сотовые телефоны. Много их там было? У меня один телефон там был. Из мой телефон я сам загрузился, и меня закрыли обратно. Короче, мы же сотрудники администрации, на кого мы работали, с кем мы работали. Меня обратно посадили. Хотя мы никому не мешали, не буянили, работали, все нормально было. Вот они решили Пополнить ряды, чтобы пополнить ряды потом. свои, да. Ну, Я правильную схему? Создали проблемы тем, кто были на поселке, чтобы их вернуть Да, да. назад в режим. а в обратно режиме... уже никого не смогли туда закинуть, потому что какие-то там непонятные движухи, и никого больше не отпускали, там в течение года уже никого не отпускают. На поселок, да? Ну да, тяжело там что-то выйти. Есть у меня предположение, могу высказать, если хотите. Можно? Чтобы было кого отправлять воевать. Может быть, все может быть. Кто приезжал к вам? К нам приехал, получается, из Министерства обороны. Мгм. Как я понимаю, это был генерал. Ни хрена себе, Потому что прямо в генеральской говорили погоне? генерал, да, погоны генеральские. Стоит генерал с вами, сколько Беседа. звезд на? У него погоны зеленые были. Я не разобрал погоны. Ну, говорят, одна звезда была. Может, майор? Ну, говорят, типа генерал. Генерал, что он вам рассказывал? Ну, то, что вы поедете, вот, типа, государство вам дает шанс помилования, очистить свое имя, фамилию, и будете там помогать на, получается, на этих, на участках там, туда-сюда, там эти, помощь в тылу, я понимаю это. Ну, за оружие никто ничего не говорил, что там будете стрелять, еще что-либо. Просто будет там то готовить будет, то что-то бегать, подносить, выносить раненых. Полгода проходите и... Что будете принимать участие в штурмах? Нет, такого не говорю. Сколько вас набрали в колонии? У нас, короче, было человек 50 набрали. Это уже после Вагнера, кто остался? Да. Обиженных набирали Нет, они? нет, ни насильников, ни обиженных не набирали. Козлов тоже нет. Не, их набирали, что, бригадиров брали. Понял. Набрали 50 человек, все 50 и уехало, да? Да. Или было желающих больше, а 50 прошло? 50 прошло. А сколько было желающих? Человек 60, наверное. То есть мало отсеялось. Потому что некоторые говорят, было желающих там 200, а взяли только 30. Куда вас повели? Это было ключевой момент. Какое это было число, когда приезжал этот генерал? Число не скажу, февраль. Февраль месяц. Да. этого года? Да. 23-го. Да. И как быстро после его... Недели 2, наверное. Недели 2. Когда вы подписывали документы? 1 марта я подписал документ, тут, получается, уже контракт подписал. В тюрьме? Нет, где-то в самолете. В самолете прямо? Да. Вас вывезли из колонии, всех посадили на борт. Да. Сколько на борту было людей? Человек 140, наверное. И прямо в самолете вылетели, ходили И подписывали контракт. военные, типа... Много страниц контракта? Нет, 22 страницы контракта. Сколько? 2 страницы. 2 страницы? Что, читали его? Да, там то, что помилование и зарплата, и все. Сколько было написано? 205 тысяч плюс вычет. Плюс вычет что? 13% НДФЛ. НДФЛ. А с кем контракт? С Минобороны. В случае ранений какие выплаты? 3 миллиона. В случае смерти 5. кто получает? Родственники. Чувствую себя как на допросе. Родственники, которых ты указываешь? Продолжим допрос? Да, что не-то? Или это не допрос? Да я понял. Просто я так вопросы системно насыпаю, что самому аж поймал себя на мысли, что что-то я... Прямо с Министерством обороны, да? Да. Вы на момент, когда летели, уже были помилованы? Да.
А что вы не сказали? Я передумал, пошел я отсюда. Скорее всего, так бы не сработались. Получается, у нас там был этап, получается. Как бы мы как будто бы этапировались куда-то, как я понимаю. Но я так понимаю, нас бы просто оставили в другом месте, да и все делать. В другом лагере. Если, то есть вы подписали помилование, это документ, который подписывает Президент царь да. вашей Рабзии. Вам как-то дочитали списком, что вы все помилованы? Указ номер такой-то, такой-то? Или вам просто словами сказали? Ну, вы мы помилованы? бумаги подписывали вот эти. Так не вы должны подписывать. Вы типа прошение. Ну, прошение, да, давай. Да, а потом уже все, больше ничего не говорили. То есть вы были не помилованы еще? Ну, я так понимаю, из лагеря выехать нельзя, если ты не помилован так вот. То есть вы вас помиловали, и вы за одним числом написали. Каким числом вы писали? Вот этим 1 марта, как мы выехали с лагеря, так и 1 А марта. помиловку вам зачитали, что вы помилованы? Не зачитывали. И не показали вам это? Я так понимаю, ее в конце просто контракта дадут и все. Вам ее дадут по факту, что вот на твоя помиловка, ты был помилован 1 Да. марта, да? Были те, кто пробовал качать и рассказывать, если я помилован, отпустите меня? Нет. Не? М-м. Куда вы прилетели? В Ростовскую область. Куда-то на аэропорт полетели. Понял, дальше как? Дальше нам посадили нас на КамАЗы Урал и возили часов 12. Просто возили туда-сюда куда-то и привезли там на какую-то базу. В прямом смысле туда-сюда? Ну просто да, мы ехали там туда, там леса какие-то. Потом, Не, ну да, имеется да. в виду по маршруту ехали. Да, да, А там- то вы так сказали туда-сюда, я думал там сначала Нет. улицы. Вот как-то въехали вперед. Понятно, там, туда и сюда и доехали. Да, ехали, потом доехали, да. Ехали и доехали. Туда не сюда, но доехали. На полигон. Нет, там какой-то, короче, бывший детский лагерь был, наверное, что-то такого, я понимаю. Вас туда всех... Выгрузили, да, потом там кого-то отсеяли, дальше поехали. Вот нас 25 человек отсеяли, мы дальше поехали на другое место. Вы в это все время были в КамАЗе. в КамАЗе, в Робах. Да, да. Вы куда по итогу доехали? По итогу приехали в какую-то деревню, там какой-то зоопарк. Там в подвал нас загрузили, переодели, там и сидели 2 недели. В подвале. Да. Выезжали на полигон, обратно приезжали. Вас охраняли? Да, конечно. Что вы ели? Ну, там готовили, как его, кухня полевая готовила. И вы 2 недели сидели на подвале. 25 человек. Да. Потом Там что? еще было. Мы приехали 25 человек, там было уже народу в этом подвале. Сколько было? Там, ну, получается, у нас человек 80 у нас в сумме было. Ни хрена себе. Это тупо на подвал загнали таких, как вы, только с разных... Да, с разных лагерей. А охранял вас кто? ГБР какие-то. Кто? ГБР и группа быстрого реагирования. Мобики, наверное, получается. Мобилизованные. Угу. Хорошо. Что вы между собой разговаривали с теми, кто там тоже на подвале был? Ну, обо всем, как в лагере дела вообще. Большинство разговаривает, как там у вас в лагере дела, чего приехали, что говорят вообще. И что говорят, что как дела? Давай Ну, переспросим. в лагере там у кого, ну, большинство там был Питер, короче. Блатные типа? Да нет, в Питере нет блатных. Там, вот там как раз таки красный лагерь, там все через администрацию. Угу. И что вам питерчане рассказывали? Ну, что, типа, так же приехали, типа, пообещали туда-сюда, типа, работать, не работать. Полгода помилования, там дальше. А они сколько сидели на подвале до вас? Они там на 2 недели раньше просто приехали. Короче, они уже месяц на подвале чалились. Да, 2 недели больше, чем нас. Потом, что после подвала? Потом нас Сколько раз всех ты в развезли. магазины стрелял? Не магазины? В магазин я не ходил вообще ни разу. Не, я имею в виду стрелял из магазинов, не магазины. А, в этом, как его, За 2 полигоне? недели подвала, да. Ну, мы в полигон ездили почти каждый день. Там особо никто не стрелял, вот тактика чисто была. Угу. Там лесополоса всякая, типа штурм всяких там, окопов, медицина Угу. и вот пристрелка автомата и все. Это было уже середина марта. Да, получается, именно. Что потом было? Потом что-то как-то все резко закончилось через 18 дней после как мы приехали.
Нас потом увезли на другое место, и все, и вот. Потом 11 апреля нас, получается, взяли в плен, сдались. Так, подожди, стоп, тихо. Пока не забыл. Когда ты уезжал, ты маме говорил, что ты едешь? Да, я повестил ее, что я поеду. Она что За сказала? помилуй. Ну, он расстроилась сильно, что мало ли, она же не знает. куда. Сколько тебе оставалось до... Когда у тебя звонок был? В 24 году, получается. 11 месяцев и 3 года назад. Так что мать рассказывала? Не отговаривала? Ну, она не пыталась, она говорит, а что уже, если я объяснил, что вот, ну, если есть возможность помиловаться и без крови, без чего-либо, если там обещают, что я буду и работать по профессии, ну, сказала, есть Богом. Только смотри аккуратно, чтобы без кровопролитий. Угу. Хорошо. Возвращаемся назад у нас теперь. Назад в будущее. 15-го, там, плюс-минус марта вас вывозят на позиции. Сколько вас человек вывезли или на какие? 20 человек вот нас вывезли в это другое место, получается, на другую располагу. Мы там еще прожили. Потом нас вывозили на позицию. Там просидели, получается, неделю. Потом обратно вернулись. Угу. Потом 3-4 дня отдохнули там, поработали, ходили там, полазили, мусор проверяли по территории. Потом вернулись обратно, получается, туда. Это где-то 25-го вернулись. Так, да. Получается. Вот там, не, уже в апреле надо было, когда мы вернулись обратно На позиции. Угу. с позиции. Потом 3-4 дня потусовались, вернулись туда обратно, и где-то 8-го мы там уже на позиции были, 10-го вышли вечером на позицию. Мне сказали, куда идти на 7-7. Типа надо заштурмовать, забрать, типа. Сколько у вас человек пошло? У нас пошло 8 человек, но дошло только 4 человека. Что было с другими 4? А я не знаю, что с ними стало. Они не дошли просто. Ну, ходит версия, что они убежали. Может быть, убежали. Но, скорее всего, только они есть, надеюсь. Но это так говорят твои. Но, скорее всего, они кенты. спрятались они где-то. Ну, и вы вчетвером зашли в сарай. Да, как его, ферма это или что? Ферма, да. Давай расскажи своими словами. Может, кто-то, тот, кто рассказывал предыдущих, что-то упустил. Ну вот мы забежали под артобстрелами туда. Угу. Там вот, получается, вот ферма вот такая получается. И тут комнатка небольшая была. Да. Тогда мы забежали 4. И вот там сели, начали. Нам сказали, типа, ждите пока поддержки, я не знаю. Ждали поддержку, отстреливались. Пытались что-то там. Одного у нас за 200-го, точнее за 300-го. Потом второго за 300-го. Один убежал, 300-й выбежал. Что с ним ты не знаешь? Ну, скорее всего, ну, живой, наверное. Это я смотрю на позитиве. Ну, а что, я живой остался. Ну, ни калека, ничего. Угу. Все хорошо. Жив, здоров. С зэками хочется курить, короче. Че так? Не знаю, может, аура у нас такая зэчья. Зэчья аура. Да, дальше что? Часов до 12 часов мы там сидели. Ну, еще и рация. Мы часа в 3 последний раз вышли, получается, на связь с командой. Объяснили, что, ну, все, как бы тут не вариант, что нам делать. Тут у нас БК заканчивается. Ничего не видно. Теплаков, ну, нету ни тепловизоров, ничего нет. Есть пустой автомат, который, ну, только стреляет. Что с ним делать? БК заканчивается. Сидели, ну, ответа не привет, рация закончилась. Ну, подошло утро, уже день. Ну, я сразу разговаривал. Короче, как вечер будет, надо отсюда валить просто. Ну, вот, надо делать нечего. Днем мы снова не смогли убежать. А вечером как там можно будет. Вон у нас еще лежит 300-й, тяжелый. По днем мы его не вытащили оттуда. Ну, мы решили вечером часов где-то в 8, наверное. Ласты склеить туда и все. Ласты склеить. Ласты склеить — это умереть. Ну, кеды сделать. Кеды сделать. Кеды сделать — это кеды сделать. Ну-ну. Ну, а потом ребята, получается,
Вышли на разговор Ага. туда-сюда. Вот потом, получается, вот Дима, дракон, который вышел разговаривать, поговорили. Не боялся он выходить? Нет. А что там сказали, пацаны, давайте не гоните веса, нам кровь ваша не нужна. Мы защищаем свои интересы, вы нам не интересны. Кровь нам не нужна лишняя, тоже чужая. Вышли, поговорили, автомат сложили. Они нам, человека спасли. 300-го. Вначале, по-моему, вышел он и потом вернулся к вам. Да, потом... А расскажи, это же самое интересное. Он ушел, вы слышали, что они говорили? Да, они разговаривали, он объяснил, что так и так. Пацаны, мы либо вас, говорит, тут сейчас всех просто положим. Они могли положить вас? Да, конечно. Нас там обстреливали полночи с минометов, Ага. с танков. Страшно было. Ну, а что это делать? Бежать уже нельзя было, потому что нас, Окружили. окружили, и 300, и с ними не уйдешь. Поговорили, он потом объяснил. Мы рассказали, что есть 300. Они нам помогли. 300-го залечили. Потом где-то часа в 2, наверное, получается, или может в час. Вышли с позиции, ребята сопроводили. Это история их попадания в плен 4 человек. 1 300-й и 3 штормзетовца. Кто придумал это название? Ой, я не знаю, Министерство обороны, скорее всего. Они так и сказали, что будете штормзет. Вы такие, нифига себе, элитные. Да нет, но он объяснил, что штормзет, это пояснение, это эти осужденные, я понимаю. Z это типа осужденные? Да. Кому нужна эта война? Я, если честно, я не знаю, но по ходу дела война нужна всему миру, наверное, какому-то этому непонятному грязному миру. Мне эта война не нужна. Да, стой, подожди, ты так, давай определяем, что такое грязный мир, я такого еще не слышал. Деньги играют роль большие. Например, какая? Например, там, оружие, купля-продажа оружия. Называй страну. Я думаю, Россию тоже, наверное, играет роль небольшую. Смотри, ты сказал, я задал вопрос, кому нужна война. Ты говоришь всем грязным странам. Может, иначе неправильно как-то выразился. Ты же имел что-то в виду? Я имею в виду то, что, кто на этом деньги зарабатывает. По крайней мере, мне так кажется. Я, если честно, автомат в руках никогда не держал, я даже в армии не служил. Мне эта война, не нужна, потому что я живу в Республике Коми. Все спокойно было. Война — это вообще страшная штука, на самом деле. И я не думаю, что в Украине война нужна, нам война нужна была. Тут ребята адекватно все живут. Что ты имел в виду? Хорошо, спрошу по-другому. Кто начал эту войну? Это я вам не могу ответить, потому что если честно, я в этом не силен. Ты вроде так здраво, трезво, рассуждал, говорил, рассказывал. И на вопрос, кто начал войну, ты не знаешь? Нет, если честно, я междоусобица, я не разбираюсь, кто начал. Ни хрена себе междоусобица. Я так понимаю, ДНР и ЛНР что-то решили отойти от Украины или что-то типа такого. И на этом началась эта заваруха, эта все большая. Когда она началась? 2014 года, как я понимаю. Прикинь, сколько она уже идет. 8 лет уже. Тебя закрыли позже. Да. В этот момент я еще учился в техникуме. А что произошло в 2014 году? Переворот, говорят, был в Украине. Даже не переворот, видите. Кто вам говорил переворот? Нас по телеку это показывали. По телеку показывали.
В 2014 году рашики зашли на территорию Донецкой и Луганской области. Хм. Прикольная история. Но вам этого, естественно, не рассказывают. Не. Вы зашли на территорию Донецкой и Луганской области и начали там движевать, вашим словом. Да. Угу. Что детям будешь говорить, что ты делал в Украине? Буду рассказывать, что ваш отец придурок. Полез туда, куда нельзя было лезть. Если дети будут. Да будут. Но это не точно. Ну, как бы, тут-то с вами ничего не случится. Ну, тут вы тоже детей не сделаете. Вы будете рассказывать детям, что вы оккупант? Ну, я расскажу по-любому, что я набедокурил неплохо. Что я полез туда, куда нельзя, и то, что залез на чужую территорию. Да, ну, формулировка туда, куда нельзя, она такая себе. Можно залезть в микроволновку Ну да, включенную, если это как бы такое. На чужую территорию зашел. Имеется в виду, что вам сделали? Что вам сделал я, что сделали мои сограждане? Ничего. Вот именно, что ничего. Отвечу на вопрос, который вам задал. Полномасштабное вторжение в нашу страну началось 24.02.22. 24 февраля прошлого года. Рашка, Рабзия, чьим подданным вы являетесь, с 6 направлений 180-тысячной ордой зашла. Получила, не буду матюкаться, чтобы не запикивать. Отпор. Отпор, хорошее слово. И сейчас терпит. Как вы думаете, когда набирают зэков, о чем это говорит? Ну, то, Это, что это я уточню, извините, перебью. Это для всех нас смотрят полаудитория с вашей родины. Это ответ на вопрос, почему. Мы сейчас, возможно, его услышим. Послушайте внимательно, я не знаю, что он скажет. Ну, нехватка кадров, скорее всего, уже военных, наверное. Из-за этого и зэков набирают. Он правильно сказал. Закончилась регулярная армия еще в том году, когда объявили мобилизацию. Когда мобики стали очень быстро заканчиваться, появился, ну, уже Пригожин был к тому моменту со своим ЧВК «Вагнер». Но когда поняли, что нормальная история, Пригожина отстранили от набора зэков, и МО начало набирать. И кидать их в первых рядах, по сути, как штрафников, штрафбаты. Можно так сказать? Ну, получается так, да. Ну, чтобы хоть как-то мобиков, которые, по сути, вообще ни о чем не подготовлены, эти хотя бы жизнью закалены, 8 лет в тюрьме посидеть. А тут мобика, который колбасу резал вчера, дали ему автомат и сказали, теперь ты, короче, спецназ. Вот они штрафбатовцы. Шли перед мобиками, сидели в окопах, штурмовали, потому что их вообще не жалко. Ну, убьют его, ну и убьют. А мобика там жена, короче. Если эти в плен попадут, ну и не жалко, они и так зэки. И на вопрос, где лучше, в плену или в тюрьме, ну не знает, для него типа, что там ограничения, одинаково. Плюс-минус, наверное. Правильно? То есть закончилась ваша армия регулярная. И дальше будет только хуже. Расскажите какую-то прикольную историю, короче, по тюрьме. Прикольная история. Ну, да, мне реально, я уже объяснял, с зэками проще разговаривать, точнее никак не проще, а интереснее. Потому что у мобика там все очень просто. Классический мобик. Был на работе, принесли повестку, на следующий день военкомат, месяц алкопатии на полигоне.
потом, короче, реалии жизни, что это не граница, а передок. Если на этом направлении нету зэков или Вагнера, то это передок. Без рации, без ничего посадили в окоп. Тут был обстрел, прибежали наши, взяли в плен. 9 из 10 историй таких. А тут хотя бы можно спросить, расскажите что-то прикольное. Расскажите что-то прикольное. Ну, у нас в лагере, хоккейная площадка была. Ни хрена себе. Хоккей играли, футбол играли. На Спорт. что играли? Ни на что, так между собой. Турниры бывало, даже приезжали с воли ребята, хоккеисты. И кто кого было такое, что вы их? Да, выигрывали. Им обидно было, наверное. Ну, наверное. В волейбол приезжали к нам играть. Уже спортивная зона у вас? Ну да, спортом занимается зона. Там есть инвентарь спортивный. Начальник зоны, наверное, спортяка. Нет. Просто как-то там разрешили, и вот если занимаются спортом. А так сейчас все больше работают только. Сейчас же все работают только. Работа, отряд, работа. По выходным там кто-то ходит, выйдет в клуб, там фильмы смотрят, викторины всякие участвуют. Какие викторины? Ну, там типа, там, про видеоигры, например, там, тесты там отвечаешь, там, зарабатываешь поощрение, там. А расскажите еще раз, такого никто не рассказывал. Ну вот. Викторины проводит администрация? Да, администрация викторины проводит. А если проиграл викторину? Ничего, просто там за первые места там раз в квартал выдают поощрение. Там, если взял, там первое место выиграл, дадут там тебе поощрение за культурно-массовое мероприятие, например. Что, какое поощрение? Ну, поощряется, типа, благодарность, либо до посылка, либо до свиданка. Это все потом выкладывается в твою характеристику, в дело твое. А викторины как происходят? Ну, получается, есть дневальные там клуба. Они пишут викторину, там вопросы задают, расписывают. И сидишь там, отвечаешь, там, командой, например. Там в команде есть там у тебя там 5 человек. Вот ты сидишь там, отвечаешь на вопросы, набираешь баллы. Кто больше всех наберет, тот победил. Первое, второе, третье место получаешь там поощрение. Можешь не получить. Можешь выиграть и не получить. Да, бывало такое. А как это так? Ну, Как- не выписали поощрение. Прям, ну, нарушение там какое-нибудь заработалось, получаешь нарушение, поощрение не выписывается квартал. Угу. Так всем 5 не выписываются? Или... Нет, у кого там кого есть там. Если команда выиграла, то На всех будет поощрение. типа все могут выиграть дополнительную посылку. Да. Если ты залетел, то тебе твой выигрыш Тебе, аннулируется. да, там тебе не выпишут просто поощрение. И Но то и не запишут. Ну, а всей команде запишут, а тебе нет. Так это же нормальное развлекалово. Ну, такое, да. Да, Телек смотрю там. Лагерь весь играл в викторине. Нет, там не все участвовали. Там мало народа участвует, бывает. Там, ну, человек 20-30 там А ходит. что? Ну, кто-то отдыхает, кто-то на работе бывает. В субботу. Никакие вопросы. Мне аж чисто интересно. Ну, например, там ведет там слайд-шоу, например, да, там, что за персонаж из какой-нибудь там игры, например. Там, и вот там, 4 там названия, там, Dota, например, там, Counter-Strike, там, Call of Duty, там, или что-нибудь еще. Угу. И вот там какой-нибудь персонаж стоит, где он там, из какой игры, там, например. Ты персонаж. участвовал? Я не ходил на такие викторины. Я больше сейчас работал. Что делал? Работал всегда почти. А. Когда у нас еще были жидкие камни, я почти работал 24/7. Там я 6 дней в неделю работал. Уже работали мы на вольного коммерсанта и заказы делали. И сколько платили? 1003 платили, получается, в месяц. Плюс сигареты, там чай давал, привозил кофе. Зарплаты у нас небольшие, там, получается, если ты зарабатываешь, там, ну, минимальная оклад труда, плюс все вычеты, там, 1006 Угу. на магазин. Но это все равно лучше, чем тупить. Ну да, конечно, время быстрее проходит. Футбол играл там по выходным тоже, по воскресеньям. Самое фиговое теперь расскажи. За 7 лет. Самое фиговое, ну это, наверное, зарядка, просыпаться в 6 утра.
Зарядку делать. Зарядка? Мгм. А залет какой у тебя был самый жесткий? Изоляторы За что? за сотовую связь, там, например, за оскорбление сотрудника администрации, за неподчинение администрации. Там, например, ну, да, за нарушения всякие. Угу. Понятно. Так, звоним. Давайте. Здравствуйте. Это видеозвонок. Уберите телефон от уха. Надо думать так, вот, что разговаривать. Да. Алло, уберите телефон от уха. О, вы меня видите? Вижу. Перестаньте ходить, сейчас связь пропадет. Сейчас я бегу на место, чтобы слышно было. Вы от интернета, Иди, главное. сиди. Я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я журналист из Украины. Ваш сын Сан Саныч в плену. Вы это знали? Да, знаю. Вы хотите с ним поговорить? Хочу. Мне нужно ваше согласие на записи публикации данной беседы. А что надо сказать? Да ничего, не, Я ну, согласна? да, что вы не возражаете, что я буду записывать и публиковать эту беседу. Хорошо. Все, говорите. Вы не говорите, где вы находитесь и с кем Хорошо. вы находитесь. Мам, привет. Мам, ой, Сашик, привет. Че, нормально все? Нормально. Я на работе. Посидела, блин, все, да? Ладно, посидела. Как у тебя дела? Да все хорошо, чума. Что скажешь-то? Как там? Да, Да, освободят тебя? все нормально, да? Все хорошо будет, конечно. А до какого там будешь? О, я не знаю, как подменяют, так обменяют. А так обмены идут, все хорошо. Ну там как тебя держат-то? Да, все хорошо, у нас тут медицина работает, все лечатся, все хорошо, нормально. Всё. Кормят, все Ну, хорошо. Ой, А тебе с министерства звонили, что я в плену, говорили? нет еще. А кто тебе сказал, что я в плену? Ну, это, ты же видео отправил. А, ну. А ты что, отправляла деньги? Что отправлял? Отправляла деньги туда? Куда деньги отправляла? Не отправляла ничего им? Нет, конечно. А, ну все. А тебе зарплаты мои не приходили, ничего? Нет. Ну, ясно, короче. Ну а так, да не расстраивайся сильно, приеду, все будет хорошо. Ну, хорошо. Ой, господи, когда это закончится? А я сам уже не знаю, как это закончится. Я уже сам устал. Не могу никак уже освободиться. Как от этого. попал-то? Ну, потом я расскажу, когда уже отпустят. Че, кинули нас просто, да и все, что, на произвол судьбы. Ну ладно, что потом, держись. Да, жив-здоров, ноги, руки целые, все целое. Никаких ни огневых, ни осколков, ни ничего нет, все целое у меня. Угу, хорошо. Ну давай, целую тебя, люблю. Ну, давай еще хоть Давай. 5 минут поговорим, да и все. Ну, как там погода-то? Погода? Хорошая погода. А на улицу ты Чем, выходишь? теплее, чем в России. На Ну, у улице? нас тоже вчера тепло было. Да? Да, выходим. Сегодня ты. Выходим. Одежда-то. Есть, тут все выдают. Угу. Много вас там? Ну, хватает. Угу. Ой, как хорошо, что позвонил. Господи. Да. Приеду, как
Все нормально будет. Уволишься с работы, поедем куда-нибудь жить в другое место. Ну, хорошо. Подальше от республики. Ване позвони, скажи, что нормально все, всё. все жив, здоров. Все хорошо. А, это как его? Можно, да, сказать, чтобы военкомат там туда? Конечно, нужно. Это нужно. Чтобы мои документы, надо, чтобы ты сходи в военкомат, съезди с кем-нибудь. Или к Ване позвони. Пусть они в военкомат в Республике Коми где-нибудь. Или обозначат, что я живой, что я в плену. Чтобы они документы мои... Это на сертификат наш? Да, можешь в сертификаре сказать, что я мобилизованный. Скажи, как есть, я с тюрьмы мобилизованный. Все, пускай соберут мои документы. Документы мои где-то в Донецке, в части там какой-то. Пусть найдут мои документы. Пусть зарплату мою на тебя перечисляют. Ну ладно, что там зарплата? Ты, главное, жив, что ты зарплату переживаешь? А чё, мне надо будет твое здоровье восстанавливать. Да ладно, восстановится, лишь бы ты жив вернулся. Да я живой вернусь. Вон еще вчера люди уехали отсюда, уже в России сидят. Вы этого всего не Ну, рассказываете. Все хорошо. ну давай. Ну все, мам, давай, целую, люблю. Ну целую, люблю тебя, буду ждать каждый день, за тебя молюсь. Ну все, давай. Подождите, а можно вопрос А, задать? подожди, мам, сейчас тебе Дима вопрос задаст еще. Добрый еще раз, меня Дмитрий... Да. Там пепельницу возьму. Хотел спросить, что у вас люди за войну говорят? Какую войну? Ну какую войну? Ну, чё? Войну, на которую ваш сын пошел убивать украинцев. Ну не убивать украинцев, а защищать. Хорошо, давайте, может, вы скажете, кого он пришел защищать? Украинцев. Наших русских. Русских? Еще раз, он пришел защищать русских? Или Ну, наших, да, русских. на территории Украины? Но он вообще пошел туда чистить города. Чистить города? Нет, смотрите, вашего сына взяли в плен во время боя с автоматом. Они 3 дня стреляли, воевали, их взяли в окружение, и у них было 2 варианта. Либо сдаться, либо их бы убили. Это он рассказал мне, я эту историю знаю, потому что их в плен попало 4 человека, вся группа. Вы посмотрите это интервью на канале Владимир Золкин на ютубе. Узнаете историю, как попал ваш сын в плен. И мне вот все-таки интересно, что он делал у нас в стране. И зачем вы ему разрешили идти убивать украинцев. Я не знаю. Не, ну давайте разбираться. Вот он в плену, смотрите. Вот он в плену. Таких как он уже 180 тысяч, таких как он уже 180 тысяч убито. Вам этого по телевизору не говорят, но он, я думаю, вы видели 200-х? Да. Много? Да, там валяются. Расскажите, где вы видели своих 200-х? На позициях. А что их не забирают? А, не могут забрать или не хотят. Не хотят, потому что нет тела, нет Нету выплаты, нету дела. нету дела. Уже 180 тысяч таких сынков валяются у нас, загрязняют нашу землю. И все-таки мы ищем ответ на вопрос, зачем ваш царь отправил их убивать нас? Ваш царь. 180 тысяч уже убил, где-то 1500 уже 300-х. Вы, как взрослый человек, должны знать, наверное, историю и отвечать на вопрос, что происходит в стране, когда набирают зэков, чтобы идти на войну. О чем это говорит? Сан Саныч, помогите. Мам, да ты не расстраивайся, просто вопрос задают такой... Главное, ты жив, Ванец.
Нет, да он-то жив, ему повезло, очень да, сильно все повезло. хорошо, мам. Нас тут с добром приняли. Тут хорошие люди. Вопрос задает Дим такой, то что, Да хватит. как его, Не давай. Все нормально. ну, Сам... я не смогу Ты ответить на вопрос. защитник России. Все. Не сможет ответить на вопрос. Я, извините, сейчас перейду, вы старше меня, но у меня чуть-чуть уже как бы нервы, потому что он там 700-й, с кем я поговорил. Защитник какого нахрен русских, каких он нахрен вообще защищает у меня в стране? Какой он нахрен защитник? Он оккупант. Он как фашист в фашистскую Германию ворвался в чужую страну. Вот вам реальность жизни. Давайте об этом не будем говорить. Нет, давайте мы поговорим об этом. Поехал чистить вас. Давайте мы об этом поговорим. Нет. Что нет? Все будет... Ой, мне плохо стало. Нам плохо уже 14 месяцев. Почему мой ребенок в школу ходит очень редко? Потому что бомбежки происходят. Мирные города кто бомбит? Защитники бомбят мирные города? Защитник. Что он защищает? Простой вопрос, простой ответ. Наших русских. Ваших русских, каких нахрен ваших русских у нас в стране? Не защищали ничего. Вы защищали русских? Нет. Вы верите своему сыну? Вот защищал. Нет, мам, это все вранье. Потом Молчи, давай. все расскажу потом. Как всю правду расскажу. Молчи. Молчать, от чего ему молчать? Мам боится. Ой, все, мне на работу. До свидания. Ой, мам. Каких вы русских Да защищали? никаких тут русских не защищали. Мы пришли, на территорию заехали, блядь. Как оккупанты, блядь. Про кого? Про что она говорит? Ну, она женщина старенькая, она уже не понимает, она верит в РЕН-ТВ, НТВ. Она верит в то, что мы приехали взять Российскую Федерацию. Я тут все видел уже, увидел, что мы защищаем. Как защищаем? Защиты тут никакой нет. Просто геноцид. Да. Алло. Да, нажал, наверное. Что? Да, нажал, наверное, на вызов, скорее всего. Зачем? Я типа еще ничего не начинал. Я верю. Хоть она и старше меня, но почему мне ее должно быть жалко? Нет, это ваше полностью полное право. Я же... Охренеть нахер. У нас война, люди гибнут. 14 месяцев она мне рассказывает про то, что ты сюда приехал русских защищать. Давай поговорим на тему зомбирования. Потому что мне, я видел многое и как бы общался с многими, знаю многих. Но вопрос, с 14 месяцев, это что нахрен такое? Это убийство народа. Это геноцид. Правильно. Чистой воды геноцид. Как с этим побороться? Что надо сделать, чтобы она, конкретно вот она, я готов еще 3 часа здесь находиться с вами, чтобы вы ей попробовали рассказать правду. Ну, ей уже не объяснить правду так. Ну, то, что еще по телеку показывают, они... У меня мама старая. Давай, она увидит это интервью 100%, ей скинут знакомые, родственники, твои там друзья, я не знаю, остались они еще там или нет за 8 лет. Попробуй объяснить вот там за 5 минут, что здесь происходит, с кем, кого ты защищал или не защищал, как обманули, не обманули. Можешь завалить вот такой вот монолог? Попробовать можно? Давай. Как? Если не хочешь, можешь не пробовать. Ну, я хочу, чтобы твоя мать услышала это. То, что ты скажешь. Я реально же не знаю, что ты будешь говорить. Ну, ты сейчас будешь царя своего хвалить и восхвалять и за русский мир. Мы не будем ничего нарезать. Вот как вот оно будет, вот так вот оно и будет выложено. Вот сколько там мы наговорили, 30 минут. Или сколько там, 40 минут, хрен его знает. Так оно, короче, и будет.
Чувство, как сказать-то так? Она поняла. Я не думаю, что она поймет. Я знаю точно одно, что приехали точно не защищать. Мы заехали в чужую территорию. Убивать мирных людей, получается. Защитников своей страны. Украинцы защищали свою страну, а мы к вам приехали, получается. И то, что там по новостям говорят туда-сюда, то, что мы защищали, это вранье какое-то, получается. Обманули и все. И оставили на произвол судьбы. В натуре, если вы 11 апреля, если нас не вывели на разговор, я сейчас туда даже не сидел бы и не разговаривал с матерью по телефону. Вы имеется в виду бойцы, которого взяли в плен? Угу. Не я, меня там не было. Да. Бойцы страны Украины. Не подошли бы с душой. Защищать русских. Охереть. В Америку поедьте, защитите русских. В Германию давайте. Чего не поехали защищать ваши великие цари, не отправили вас защищать, например, в Польшу русских? Там тоже есть русскоговорящие. Не знаю. Сказать почему? Если можно, да, я способ. Потому что пизды бы получили жесткой. Потому что альянс бы НАТО пришел бы там, НАТО вот это пришла бы и навалила бы всем. Численность НАТО знаете? Не, Численность вашей армии. тоже не. 1 миллион на начало войны. Угу. Я уже намного меньше. Не, 1 миллион. Туда же вписали всех, и Росгвардию, и всех, всех. Поэтому получилось страшное число 1 миллион человек. Но только контрактники все закончились, регуляры все закончились, пошли потом мобики, потом уже 1 400 000 и уже служит 2 года. Или 3 года, сколько там. И служите же возраст расширили, потому что куча сбежала, куча, уже калеки. А в НАТО 4 миллиона. Общий, у них там, альянс, по-моему, уже 33 страны. И у них общая численность вооруженных сил 4 миллиона. Всех, кто включен в блок НАТО. Но, безусловно, все страны не могут сразу дать всех своих солдат, потому что так не делается. И есть силы быстрого реагирования, которые там до 100 000 человек, но это супер подготовленные бойцы с супер вооружениями, с высокоточными, которые развалят нахер вашу рабзию быстро и качественно. Че на маленькую Латвию не напали? Потому что НАТО. На Финляндию что не напали? Потому что уже была русско-финская война. И финны навалили там. Орде, которая точно так же, как и на нас зашла. А финны их развалили. Я думаю, вы историю не сильно знаете. Не, нам такую историю не рассказывают. Но Это обычная история, которую знает весь мир. В курсе, да, что СССР была союзником фашистской Германии? Контактировали, конечно. Что? Контактировали по-любому, если... Нет, они напали на Польшу вместе. В Ага. 1939 году. Это вам тоже не будет ваша история рассказывать. А когда Германия напала на Рабзию, то это объявили Великой Отечественной войной. А то, что с 1939 по 1941 год, не получилось. Получилось, они были союзниками и разваливали Польшу. По традиции у нас военнопленные, если хотят, обращаются к своим землякам, друзьям, в вашем случае там, к зэкам. Нас тоже смотрят зэки, мне тоже пишут, на связи есть много колоний ваших. Надо сюда идти, там, вестись на эти расклады, что будете защищать или там, очищать города, или не надо? Нет, не надо сюда, ребят, ехать. Все это мазь Вишневского. Что такое мазь Вишневская? Обманывает. Это все бутафория, то, что рассказывают. Приедем и дай бог целый останешься, если останешься. А если останешься, никто тебя забирать не будет отсюда даже. Останешься в земле и не похоронен даже. Так что лучше сидите до конца, ребят. Ждите УДО 80-е или поселки.
Спасибо. Вам спасибо, Андрей. Каких русских она защищает? Ну, не знаю. ДНР и ЛНР надо думать, то, что это русские. Но с тем отношением, что как я приехал в ДНР и ЛНР, там к русским-то особо тоже не хорошо. Ну, они нас не считают за своих там братьев, друзей, еще чего-либо. Кто? ДНРовские и ЛНР. Я думаю, они тоже не особо рады на этой войне. Потому что по мне, так и сейчас они когда станут, даже если ЛНР, ЛНР станет полностью Россией, они от налогов Российской Федерации, от всех законов с ума посходят. Ну, еще, мне кажется, 30 раз еще перекрестится. Потому что у нас тут в России нормальные налоги, штрафы, всякое такое, законы непонятные. Зато заплати, это заплати. Как побороться с этой нахрен пропагандой? Мозги ж промытые. Мозги промытые, они будут дальше мыться, промываться. Пока, я честно не знаю, пока власти есть такие, наверное, пока так и будет, пока будет нам информация вливаться неправильно, так и все и будет. Ну, как обычно, СМИ, если пока правда не будет говориться, так и все и будет. Как обычно. Кто победит в этой войне? Я думаю, победит правда, скорее всего. Те, у кого правда, тот и победит. А Следующий вопрос, ты же сам понимаешь, какой я хочу задать. У Да. кого правда нахрен? по крайней мере, я тут увидел правду со стороны Украины. И в чем правда, как в фильме там спрашивал? В чем правда, брат? Ну только ты мне не брат. Да. В том, то, что вы защищаете свои территории, свою страну. Защищаете свои права, свои законы. А мы ворвались в ваши законы. Знаешь, как часто у нас там пишут, а ничего у нас, везде пишут. У нас комментатор один пишет, я постоянно читаю коммент этот. Мы боремся за свою свободу, а вы боретесь за то, чтобы остаться быть рабами. В этом разница. Вы были рабами, вы ими есть и вы ими будете. Вас наебали на всей дороге. От школы, от садика. Начиная Сталин, Хералин. Кто у вас лежит на Красной площади? Ленин. Мертвые зомби. Ну как это называется? Ни в одной стране мира такого нету. Это глупость называется. Нет, это называется там некроманты, короче, какие-то. Некрофилы. И толпы придурков идут смотреть на жмура, который закопытился там почти век назад. Угу. Так мы еще деньги за это платим, чтобы, блядь, вот там. Это же ненормально. Ни в одном мире такого нету. Ну, я не говорю там про каких-то китайских, короче, мумий, там, египетских, там, фараонов. Когда вы все закончитесь уже? Один вопрос у меня этой всей истории. Сидите пока. Вот тут нет никто. Офигеть. Оставили меня, короче, наедине. А если мне страшно будет? А, все. Тогда уже зэк, спецназ, короче, DVD, ВДВ. Ну, он, правда, наркобарон, короче. Вот такое. Все, не видите. Спасибо за интервью. Да.